Ты не просто смотришь это видео. Ты чувствуешь, что назревает что-то важное в твоей жизни. Ты на пороге перемен, которых сам в себе боишься. И если ты здесь, значит, Вселенная хочет поговорить с тобой. Сейчас карты Таро покажут, что грядет. И что ты должен знать, чтобы не пройти мимо своего великого момента. Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хотел бы провести для вас общий расклад Таро. Что готовит судьба, какие перемены на пороге, что ждет, что произойдет и к чему нужно быть готовым, о чем лучше и важно знать уже сейчас, чтобы потом не было мучительно больно. Настройтесь на себя, на свои энергетики, на свою ситуацию, на поток Таро. И прямо сейчас мы начнем. И вопрос номер 1 из потока. Что ты излучаешь в пространство прямо сейчас? Смотри, прямо сейчас ты излучаешь в пространство зависимость. Либо тобой кто-то искусно управляет, манипулирует, либо ты стремишься быть независимым и взять ситуацию под свой контроль. Поэтому ты излучаешь во Вселенную поток управления или поток необходимости управлять энергиями, или быть свободным, или быть независимым, или попытку управлять своей ситуацией. Похоже на то, что в твоей жизни какая-то ситуация выходит из-под контроля, ты становишься зависим от каких-то обстоятельств или от какого-то человека, конкретной личности, персоны, или от группы лиц, или может быть это какой-то эгрегор, маятник и так далее. Ну, я бы так сказал. Ты излучаешь в пространство прямо сейчас вынужденное состояние. То есть ты вынужден, и в этом принуждении ты либо с этим борешься, либо пытаешься взять под контроль. Вот так вот. Ну, давай посмотрим, что ты притягиваешь, даже не осознавая, находясь в этом положении. Ну, а притягиваешь ты к себе в этом положении зависимым от обстоятельств или от кого-то конкретно, да, от ситуации, какие-то постоянно ситуации, которых ты не замечаешь. Ты притягиваешь к себе, ну, украинскую це халепа, да, а вообще это ловушка или какие-то, ну, ситуации, неприятности. То есть ты притягиваешь к себе из-за этого неприятности. То есть ты сконцентрирован на том, чтобы освободиться или взять что-то под контроль, но под ногами ты не видишь пропасти. То есть ты таким образом либо попадаешь еще в более худшую ситуацию, либо, ну, портишь жизнь себе, калечишь себя каким-то образом, наносишь себе какой-то вред и, может быть, просто идешь не в том направлении, в котором бы лучше было бы идти, или используешь какой-то более опасный, более сложный путь и так далее. Pохоже, зависимая ситуация и попытка взять все под контроль не приносит тебе успеха и заводит тебя, если не в тупик, то в ситуацию, где ты попадаешь в еще более худшую ситуацию. Ну, вообще это называется софт-сванг в шахматах, где каждый последующий ход, да, как бы приводит еще более худшему состоянию игрока на поле. Окей, ну давай тогда спросим. Вот ты идешь, да, и пытаешься либо вырваться, да, из манипуляций каких-то зависимой ситуации, либо просто какой-то путь новый ищешь. Давай вот спросим, в какой точке жизненного пути ты находишься прямо сейчас? В какой точке жизненного пути ты находишься? Ну, смотри, тебе нужно сделать паузу.
Ты находишься в точке жизненного пути, где вот-вот произойдет какое-то прояснение, где вот-вот произойдет какое-то откровение или явление тебе чего-то, какого-то события. То есть ты находишься в точке жизненного пути прозрения на самом деле. То есть ты очень скоро прозреешь, и тебе что-то явится такое, да, вот новое, абсолютно новое. Почему так произошло? Потому что ты истощен энергетически, ты устал. Возможно, ты пошел не своим путем, возможно, ты очень долго борешься с какой-то зависимостью, да, может быть, даже это болезнь, может быть какая-то, да, то есть марионетка. Но ты находишься в участке жизненного пути, где нужно посмотреть на обстоятельства под углом, под другой точкой зрения, или с другой точки зрения, или под другим углом. Вот эта карта, она о повешенном вообще, да, то есть о страданиях, и нужно по-другому посмотреть на свои страдания. То есть, по сути, это где-то участок половины жизни твоей, условно говоря, и это участок разделения, где прошлая усталость сменяется будущим оптимизмом или будущей энергией. Ну, то есть тебе нужно разделить, условно говоря, жизнь на до и после. А находишься ты прямо сейчас в этой точке раздела. И тебе совсем не просто так попалось это видео. Ты для чего-то должен понять, что может быть этот путь, он не твой, возможно, или существует какой-то другой путь, альтернативный путь. Может быть, он твой, но просто нужно идти через другие двери. Окей. Хорошо, давай тогда спросим. Отсюда просится вопрос, какую энергию нужно отпустить, чтобы перейти вот из состояния уставшего или полумертвого всадника в состояние отдохнувшего, живого, активного вершителя своей реальности, да? То есть какую энергию нужно убрать, чтобы перейти на другой уровень? Или какая энергия в тебе лишняя, или что в тебе лишнее? А тебе нужно исцелиться, и тебе нужно действительно выздороветь. То есть тебе нужно починить себя, исцелить себя. Ну, прежде всего, мы здесь видим ноги. Ну, может быть, это какая-то другая часть тела, физическая. Ну, как правило, это больше физический мир, Сатурн, да. И здесь Сатурн тонко напоминает или намекает нам на карму. То есть это можно изменить, попытаться свое физическое тело, свое духовное состояние или психическое. И также можно попытаться поработать со своими кармическими или родовыми программами. Да, вот если ты попадаешь постоянно в какие-то ловушки, а ловушки они вот здесь. То есть ситуация такая, что ты сперва не смотришь под ноги и смотришь вверх, а потом смотришь только под ноги и не смотришь вверх. Видишь как? То есть по сути тебе нужно убрать с какой энергии? Энергии болезни, энергии зависимости от этой болезни. Да? То есть есть некая энергия, которая связывает тебя с проблемами, и эта энергия либо твоя привычка, либо твоя зависимость, либо твоя родовая программа, либо кармический узел, либо особенности твоей психики. Вот здесь уже, поскольку это общий расклад, желательно, обратить внимание на свой момент. И вот прямо сейчас можешь хорошо подумать, потом нажать на паузу и написать, как ты считаешь, почему у тебя твоя зависимость и твоя невнимательность в конечном итоге бьет тебя так, что ты устаешь, и что ты начинаешь страдать, болеть и, как минимум, плохо передвигаться, или иметь какую-то негативную коммуникацию с кем-то, или не находить общий язык,
или страдать в передвижении, страдать в общении, страдать в созависимости и так далее. То есть здесь есть, нужно вообще убирать из твоей энергии энергию страдания, именно страдания, или энергию боли, или проблемную энергию, которая приносит тебе и физическую, и душевную боль и переживания. Хорошо, интересно, давай тогда спросим. Тайный замысел Вселенной для тебя. Вот какой подарок готовит тебе судьба совсем скоро? Невозможно же постоянно налетать на какие-то грабли, да, невозможно же постоянно быть истощенным. Какой подарок готовит тебе судьба? А судьба готовит тебе утешение, и судьба тебе готовит хорошее известие, которое будет выводить тебя из состояния хандры, болезни. Она будет исцелять тебя. Это именно информация. То есть тебе Вселенная готовит, ну давай, Меркурия, посланника, скорее всего это будет мужчина, который расскажет тебе или даст тебе необходимую информацию, которая начнет тебя исцелять, поднимать тебя, воодушевлять тебя, одухотворять тебя и вдохновлять тебя на новое видение, позитивное видение своей реальности, которая тебя окружает. Окей, интересный подарочек. Хорошо, а вот почему именно сейчас происходит это послание? Почему именно сейчас ты видишь это видео? Этот расклад, эти колебания воздуха, которые через голос доходят до твоей души. Но здесь смотри, здесь судьба готовит тебе освобождение. То есть ты заперт в какой-то темнице. Это вообще темница физическая. Но, возможно, ты заперт или заперта в ментальной темнице. Поэтому судьба говорит тебе, что твоя концентрация на каких-то мелочах, а может быть на каких-то крупных или глобальных моментах, эта концентрация загоняет в рамки, загоняет в такие обстоятельства, в которых ты становишься зависимым человеком. И ты просто проводишь в тюрьме время, в тюрьме, не на свободе, а наша точка отсчета, она о освобождении. И благодаря этой тюрьме ты, по сути, возможно, теряешь себя или теряешь лучшие дни, минуты, секунды, мгновения своей жизни. Поэтому, почему именно сейчас происходит это послание? Похоже, прямо сейчас открывается дверь для того, чтобы выйти из этой темницы. И если ты слышишь скрип или какие-то определенные звуки вокруг тебя, это говорит о том, что, возможно, эта дверь начинает медленно открываться. Окей, ну тогда давай спросим, что откроется, если ты примешь этот вызов? Что для тебя откроется? А для тебя откроется новое знание, новое кармическое испытание и новая линия судьбы. Откроется она благодаря посланию свыше, поэтому ты не просто так смотришь эзотерические какие-то каналы, может быть, и интересуешься магией, эзотерикой, мистикой, несмотря на то, что ты довольно-таки прагматичный человек, склонный, может быть, к логике. И здесь мы видим старца. Ты откроешь знания, которые сможешь использовать на новой линии своей судьбы. Окей. Какая сила уже пробуждается внутри тебя прямо сейчас? А в тебе пробуждается сила воина.
Возможно, ты когда-то со мной слушал Карлоса Кастанеды и имеешь понятие и представление о пути воина. Возможно, в тебе пробуждается воля, именно третья чакра. Если ты сейчас, прямо сейчас чувствуешь тепло в области живота, это так и есть. И если ты хочешь усилить энергию воли, нанеси на свое правое запястье руну Тивас. В тебе проявляются мужские качества, тебе притягивается мужчина, внутри тебя просыпается мужчина. И если ты, в тебе пробуждается еще энергия отваги и бесстрашия. Но, тем не менее, в тебе просыпается сила, которая поможет преодолеть тебе испытания и, возможно, какую-то схватку за свои интересы во благо своих новых или старых целей на своем новом кармическом пути. Друзья, самое время поставить на паузу и подписаться на канал. При подписке на канал нажимайте на колокольчик, чтобы получать все уведомления. Также вы можете написать комментарий, что чувствуете в этот момент расклада, который является для вас судьбоносным. Давайте посмотрим немножечко о предвестниках перемен. И давай посмотрим, какие события станут для тебя знаками совсем скоро. Ты закончишь старую партию, старую игру, какое-то старое дело будет завершено, и начнешь новое дело, новую игру, новую партию. И, возможно, в твоей игре, которая будет старой, могут поменяться правила. То есть, например, ты работал по одному графику, да, а у тебя будет другой график, или у тебя был бизнес, или твои дела шли по одному алгоритму, а будут идти по другому алгоритму. Поэтому событие, которое станет знаком о новых каких-то, о переменах в твоей жизни, это смена правил и вообще сути игры, в которую ты играешь. Например, алгоритм твоего бизнеса пойдет по новым правилам. Или ты поменяешь, например, бизнес или место работы, как вариант. Давай тогда спросим, через кого или через что Вселенная начнет говорить с тобой совсем скоро? Она будет говорить через трудности и через препятствия. И тебе придется принимать трудности, преодолевать препятствия. И также Вселенная будет говорить с тобой скорее всего, через мужчину. И этот мужчина воин. Поэтому подобное притягивается подобным. И если внутри тебя просыпается воин, то ты и будешь притягивать к себе воина. Но в любом случае, если ты не хочешь быть воином вдруг, трудности тебе все равно придется преодолевать. И Вселенная будет тебе преподносить трудности для того, чтобы ты их преодолел. И до тех пор, пока ты не научишься их преодолевать и принимать их как вызов, скорее всего, ты не сможешь преодолеть то или тот замкнутый круг, в котором находишься в этот момент. Или ты не сможешь не быть марионеткой, да, или быть в зависимости от обстоятельств. Вот смотри, что уже изменилось, но ты этого еще не заметил. Изменилось твое отношение к отношениям. Изменилось отношение к любви. Изменилось отношение. Изменились сами отношения и изменились отношения к себе. Или прямо сейчас твое отношение к себе, внутри себя и к твоей второй половине
уже меняются или уже изменились, но ты этого не заметил. Ну, вообще, отношения к твоей второй половине изменились. Почему ты этого не заметил? Напиши в комментариях. Или как ты считаешь, будут ли эти изменения? А они уже произошли, а ты их еще не заметил. Давай тогда спросим, вот, что будет самым неожиданным поворотом? Самым неожиданным поворотом будет то, что ты будешь работать с тем человеком вместе, в паре, с которым ты не ожидаешь пока что еще. Может быть, ты и не думал, что будешь, может быть, ты его знаешь, но не думал никогда, что ты с ним будешь работать. То есть самым неожиданным поворотом будет являться то, что тебе придется неожиданно хорошенечко поработать. И эта работа, она, возможно, для тебя непривычная или вообще не свойственна тебе. Ну, например, тебе придется махать топором, а ты всю жизнь, ну, может быть, собирал марочки, да, какие-нибудь, или там бабочек ловил, к примеру, да. То есть это будет совершенно не твоя работа. Поэтому самый неожиданный поворот — это совместная работа с человеком, которого либо ты не знаешь, либо не ожидаешь, что ты с ним будешь работать вместе. Это будет, скорее всего, физическая работа. Интересно, ну давай тогда посмотрим. Коль уж судьба готовит тебе некие, ну там, испытания, уроки, да, вот здесь трудности. Давай посмотрим, какие испытания и уроки ты пройдешь, и прямо сейчас узнаем, какое испытание будет последним шагом перед твоим прорывом. Твое испытание, станущее последним шагом перед твоим прорывом, реально будет твоим прорывом. Это будет большой риск, очень рискованное мероприятие, но это будет реально квантовый скачок или большой прорыв. И самое большое испытание — это большой риск с преодолением твоего страха. Может быть, это страх высоты, может быть, это страх скорости, а может быть, вообще какой-то риск. Ты очень сильно рискнешь, но для тебя этот риск будет действительно прорывом или квантовым скачком. Вот так вот интересно. Что ты должен осознать, чтобы не повторить старые ошибки или каких-то, ну, не попасть, возможно, в какие-то на старые грабли, да? Но смотри, ты должен осознать о жертве или о жертвенности. Ну, как минимум, давай так скажем, ты должен сжечь весь негатив. Ты должен осознать, чем ты жертвуешь, во имя чего ты жертвуешь, и стоит ли игра свеч. Поэтому, как минимум, ты должен осознать свою ценность и ценность того, сколько ты потратил во имя и чем ты пожертвовал во имя своей цели. Сколько миров мы сжигаем в час во имя своего святого костра. Давай тогда спросим, какая иллюзия мешает тебе принять новую реальность? А у тебя реально есть иллюзия, и иллюзия дурака, или иллюзия собственной важности, и иллюзия мании величия. Все вот эти вот три иллюзии: дурак, иллюзия дурака, или я самый умный, или я самый дурной. Это первая иллюзия. Иллюзия собственной важности и иллюзия мания величия. Хорошо. Это больше о тебе, и в этих моментах тебе стоит покопаться. Поэтому отнесись внимательно к своему внутреннему дураку, к своей мании величия и к своей собственной важности. Где ты еще боишься собственной силы? Где ты ее не принимаешь? У тебя два аспекта твоей собственной силы. Какой-то аспект ты не принимаешь. Либо ты не принимаешь свой ум, либо не принимаешь свою красоту. Если ты принимаешь ум и красоту,
Смотри вопрос предыдущий. Окей? Окей. Давай посмотрим немножечко с тобой новый уровень жизни. И прямо сейчас ты узнаешь, каким ты будешь после прохождения этого этапа. Ты станешь уравновешенным, и ты будешь принимать в себе и светлое, и темное, и хорошее, и плохое. Ты будешь гармоничным, и ты будешь трезво смотреть на мир. Мир не будет для тебя черный и белый. Мир будет полон красок. После этого этапа, прохождения этого этапа, ты будешь сбалансированный и отрегулированный. Это очень хорошая карта. Что начнет притягивать твое поле к себе? Твое поле к себе начнет притягивать только хорошие, позитивные новости, новые идеи, новые направления, новые пути и дороги. Ты откроешь себе дороги в новую жизнь, и, возможно, если ты еще не проходил обряд открытия дорог, ты обязательно его пройдешь. Хорошо, тогда как изменится твое внутреннее состояние? Твое внутреннее состояние будет наполненным ярким светом, успехом, богатства и благополучия. Ты будешь благословен на успехи, на здоровье и на благодать Господню. Ты будешь богат. Не от слова богатство, а от слова Бог или Творец. В чем ты станешь свободнее, сильнее и мудрее? Ну, смотри, здесь жертва и агрессор, и ты будешь понимать, спокойно понимать, где ты можешь быть жертвой и чем ты можешь пожертвовать, и где ты можешь быть агрессором и где ты можешь быть плохим. Твое хорошее и плохое в сочетании баланса даст тебе возможность получать больше свободы в своих действиях, больше свободы в своих фантазиях, больше свободы в своих мудрых и последовательных решений на основании своего опыта и катарсиса, который ты обязательно получишь благодаря проживанию этой карты и всего расклада, который тебе придется прослушать хотя бы 2, а лучше всего 3 раза. Ты станешь свободен в своих высокочастотных вибрациях и станешь свободно контролировать, ограничивать и настраивать свои низкочастотные вибрации. Твой внутренний единорог или божественное проявление и твой внутренний воин или низкочастотное земное проявление станут дружить и перестанут конфликтовать один с другим. Твой внутренний воин перестанет стремиться догнать или навредить твоему внутреннему единорогу. Ты перестанешь бояться снов, ты станешь хорошо спать, а в твоих снах тебе будут приходить по-настоящему важные, по-настоящему интересные и революционные идеи, реализовав которые ты сможешь продолжать и начинать новые жизни и новую реальность. Какая скрытая поддержка идет к тебе уже сейчас? Кто или что будет тебе помогать? Тебе будет помогать твое внутреннее безмолвие, твой внутренний баланс, твоя просветленность и высшие силы. Творец, Создатель, Бог будет помогать тебе. Какие ресурсы есть у тебя прямо сейчас, но ты их не используешь?
Ты умелый пахарь, ты умелый воспитатель, ты заботливый отец, может быть мать, творец и человек, который может заботиться и работать на земле. Ты не только человек, который связан с космосом, но ты еще и уверенно стоишь на ногах. Возможно, это благодаря твоему жизненному опыту, а возможно, это благодаря тому, что ты проживаешь. Прямо сейчас этот расклад и насыщаешься позитивным зарядом высокочастотных божественных вибраций. Какой невидимый защитник стоит за твоей спиной? За твоей спиной стоит дурак, но его нужно высвободить и вытащить из клетки, из темницы на свободу. Твой дурак, твоя внутренняя важность, твоя мания величия, твоя звездная болезнь и твой ум или твоя глупость, она должна выйти на свободу, и ты должен по-другому показать ее миру и сам по-другому посмотреть на нее. Как ты почувствуешь, что ты не один? В процессе работы над собой, работы над своим внутренним миром и над своим ближайшим внешним миром ты услышишь голоса. Это будут голоса фей, возможно, голоса ангелов, возможно, это твой внутренний голос, а возможно, голоса тех людей, которые окружают тебя. Ты будешь воспринимать их спокойно, сбалансированно, с уважением к себе, с уважением к ним, и ты будешь продолжать развивать себя, свой мир внутри и снаружи. Благодаря этому ты почувствуешь, что ты не один, и ты почувствуешь единение с продуктами своего творчества. Судьбоносный итог и что случится, если ты не примешь этот путь? Все равно высшие силы так или иначе будут подсказывать и вести тебя, возможно, через этот канал, с этим раскладом, возможно, через другие каналы, но голос Бога, голос Создателя, голос высших сил, голос Вселенной, всеобщая мудрость, как ты называешь то, что с тобой общается на высшем уровне, все равно будет обращаться к тебе и все равно будет идти с тобой рядом. Обычно эта энергия идет за правым плечом. Что будет, если ты испугаешься и отступишь? Ты повторишь этот путь снова и снова в других эманациях, в другой инкарнации. Но я же говорил, что высшие силы идут с тобой. И здесь ты видишь Отца, Творца, а здесь ты видишь Мать или Создательницу, или Святую Деву, чистую и непорочную. Что будет, если ты испугаешься и отступишь? Высшие силы все равно будут поддерживать тебя, ибо Создатель, Вселенная, Творец, Бог всегда любит тебя. Почему именно ты получил это послание именно сейчас? Потому что ты ищешь свою вторую половину, свое второе я, и ты ищешь взгляд, ты ищешь контакт, ты ищешь свет и ищешь тень. Ты ищешь то, чего тебе не хватает. Ты ищешь рай на земле. Ты ищешь место комфорта и ищешь того, кто бы тебя понимал и был рядом с тобой. Ты ищешь те ощущения, которые близки тебе. И почему именно ты? Потому что тебе чего-то не хватает. И вот какое послание твоя душа
должна запомнить навсегда. Где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, ты всегда берешь с собою себя. Где бы ты ни был, куда бы ты ни пришел, всегда тебя будет преследовать свет и тень. И в зависимости от того, как ты сможешь наладить отношения внутри себя со своим светом и со своей тенью, будет зависеть то, кто, как, где и когда будет идти с тобой рука об руку. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. Оставайтесь на связи. И до скорых встреч. Пока-пока.